Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре долгожданная огнеметная арта советская 8 уровня, полученная за марафон. Да, мы вот уже и задачу выполнили, стиль Горыныч получили. Все, огнемет 8 левела, премка, можно фармить серебро. Сегодня полноценный гайд и обзор по этой машине. Мы обычно идем смотреть бронирование, но на сайте танки GG Collision модель до сих пор не выполнили, но мы бронирование все равно глянем. Погнали. Итак, нашел такую картинку по данной огнеметной арте и смотрим. Разнесем, как всегда, НЛД, ВЛД и прочее. НЛД. Фактическое бронирование 250, но хороший угол наклона, приведенная броня 590 миллиметров. Не пробьет ни один танк в игре. ВЛД верхняя часть, рубка, бронирование 250, приведенная броня 355. Тоже достаточно мало машин на 10 левеле, которая сможет, собственно, пробить эту броню. Маска орудия, собственно, да, приведенная броня 220. Вот здесь уже можно выцеливать и закидывать сюда. Бронирование сверху на 65 миллиметров лючок. И сюда тоже можно выцеливать, благо, что он тоненький. Бронирование верхнее корпуса у нас там 20 миллиметров, приведенки 26. Невероятно будем страдать от арты. И, соответственно, если где-то нас подловят на уклоне, когда мы опустим морду вниз, да, нас, конечно же, успешно будут пробивать. Я считаю, это самая главная броня, которую нам надо рассмотреть, потому что боковое бронирование нас не сильно интересует по причине того, что углов горизонтальной наводки у нас не сильно много, и, что называется, танковать от борта — это вообще не наша тема. Итак, броню посмотрели. Теперь смотрим основные модули. Смотрим. А точнее орудие. Огнемет у нас средний урон 400. Бронепробиваемость 85. Расход огнесмеси, выстрел, емкость магазина. То есть 10 на 30. По сути у нас в барабане 3 выстрела. Время перезарядки между выстрелами 4 секунды. 22 секунды время полной перезарядки. Средний урон ДПМ у нас 2087. Время дезориентации у нас есть, как у арта, то же самое, другими словами, оглушение 8 секунд. Дальность, вот здесь самый важный момент. Дальность огнеметания 150 метров. Разброс на 100 метров 4. Соответственно, время сведения 3 секунды. Что хочу сказать, это реально тачка ближнего боя. Если враг расположен дальше 150 метров, вы банально не будете наносить ему урона. И по опыту я уже погонял на этом огнеметном танке. Чем ближе вы расположены к врагу, тем больше вы ему наносите урона. Опять же, очень важно, конечно, стараться не в лоб сжечь танки, а заезжать где-то в борт, сзади. Тогда это будет наноситься урона еще больше. Вот как-то так. Вот, больше кредитов, больше свободного опыта, бесплатная пересадка экипажа без штрафов. По полевой модернизации. Здесь мы качаем. Так, сейчас. От разброс при движении. Разброс. Выцеливать на нем особо не получится. Вот. А вот к мощности двигателя катать нам назад-вперед, да, и занимать позиции, это важно. Дальше максимальной скорости вперед. Вот это хорошая вещь. Вот. Какая незаметность после выстрела. Мы в упоре деремся. Мы всегда видимы для противника. Здесь у нас что? От разброс при поворот ходовой, от разброс при горизонтальном наведении. Наверное, вот это лучше. Вот. Вторым слотом мы берем живучесть, потому что разведка нам, она вообще не козе баян. Я же говорю, мы в упоре всегда деремся. Какая разведка? Вы что, господа? Вы еще просветленную оптику на него поставьте. Да, значит, что касаемо оборудования. Единственное, на мой взгляд, правильный комплект. Это турбина для лучшей подвижности. Она нам очень важна. Это вентилятор и это УМП.
Ничего другого сюда городить не надо. Усиленные приводы наводки нам не нужны. Вот, противосколочный подбой, просветленка, малошумка, маски. Ну, сами понимаете, это все мусор, который нам просто нафиг не нужен. Вот, наша огненная смесь, единственный вариант, в единственном исполнении нет у нас там никакой голдовой, либо не голдовой. Вот, какая есть, такая есть банка. Импортного мы залить сюда не можем. Вот, по снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я поставил до паёк, 3 члена экипажа, вот, у нас нет заряжающего, у нас система все соединено шлангами, под давлением, что называется. Хотел бы посмотреть по УВН, вот, углы вертикальной наводки, минус 5, они у нас маленькие, но у нас как бы снаряд летит по параболе, да, по такой. Поэтому мы на расстоянии 150 метров, несмотря на такие маленькие углы вертикальной наводки, можем закидывать прям на этом расстоянии за какие-то холмы, препятствия там, на рельефных каких-то возвышенностях. Это у нас есть, это у нас не отнять. По ХП 1200, и учитывая такое лобовое бронирование, в принципе, этого достаточно. Вот, по мобильности 60 с турбиной, 64 вперед, 22 назад, почти 23 лошадь на тонну удельная мощность. Это good, уже будет быстро ездить. Вот, незаметность у нас хорошая, присущая артиллерии, смотрите, 41% незаметность. Правда, нафиг нам нужна, опять же, учитывая, что это тачка ближнего боя. Обзор 382, ну мы слепыши, но поверьте нам этого хватит, чтобы сжечь наших врагов. Вот. По плюсам и минусам машины. У нас хорошая подвижность, у нас невероятное бронирование, у нас отличная незаметность, которая нам не нужна. У нас достаточно большое количество ХП, как для такой сильно бронированной техники. Ну и у нас особый геймплей, учитывая, что мы огнеметный танк. Почему-то назвали артой, хотя это огнеметный танк. На арту это совсем не похоже. Вот. По сути, из минусов-то у нас только тот факт, что мы не можем стрелять там на 300, на 500, на 400 метров. Это в упор. Это и в начале боя достаточно сложно, нужен определенный скилл. И это в конце боя, когда остается там несколько врагов, которых вы не можете убить на расстоянии. Вам по-любому их надо найти, приехать и уничтожить прям в прямом боестолкновении. Вот, ладно, предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, на что, собственно, способен объект 156.0. Погнали. Так, господа, обзор боем советская огнеметная арта 8 левела. Прем арта, можно фармить серебро. Вот, за марафон получил, уже выполнили задачу, получили стиль Горыныч. Сейчас поедем фармить. Так, нам прям нужен прям супер-супер ближний бой. Вот. Вопрос, где и как. Сейчас будем искать. 2 арты, кстати. Слышь ты, ублюдок. Охеревший. Будет тут толкать маленьких.
Нормально мы пристроились. Так, если уж откровенно. Так, 600 настреляли. Хорошо. Едем дальше. Блин, ну ближний бой. Это сейчас на открытую площадку выходить, потеть просто немыслимо. Это что, АФК? Класс. Такой мы любим. Светим, стреляем, пока еще живем, не умираем. Пока. Ключевое слово. Ну тут турбослив у врагов. Счет 11-12. 2 точнее. Переигрывать реально не буду. Ну что это я буду переигрывать. Не самый лучший бой. Это факт. Разворачивался, даже не успел пострелять. Ну, ребята, 900 насветили, 1000 настреляли, 2К сделали, еще 99 насветили. А, это ассист 938. Ну, сумма 2К. Мало, конечно, но переигрывать не буду. Геймплей сложный. Геймплей подразумевает постоянно просто играть, потеть в упоре. Играя на этом танке, я думаю, любого танкиста жопа будет в нереальном мыле. Вот. Поэтому, да, за марафоном получить можно, но прям какие-то супер результаты на нем будет делать достаточно сложно. Опять же, будете стараться носить урона в самом начале боя много, можете упарываться против большой группы танков, которые нет-нет вас будут пробивать, да и убивать, откровенно говоря. Учитывая, опять же, что сейчас в ближайшие дни будет очень много данных тачек в рендоме, за марафон люди получат, и, конечно, будут баталии такие огнеметные. В целом, что можно сказать по данной тачке? Определенный скилл ей нужен. Просто так не получится пострелять, как на обычной арте из другого угла карты. Да, это про упор. А упор это всегда сложно. Вот. И особенно хорошо, конечно, на нем это заезжать в борт, заезжать сзади. Ребята, у кого уже есть огнемет на артах, кто запотел за марафон, пишите свои комментарии, какой вы используете оборудование, как вам в целом данный танк, будем его так называть, вот, нравится, не нравится, этот геймплей особый. Вот, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, ну я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.